лагерь гудит, такой гам стоит вообще, аж прям земля трясется. Мы решили, что нам пора в горы. Скажите, кому тяжело, кто это не выдерживает этот темп? Вкусная какая каша. Я последний раз такую кашу в детском садике ел. Обалдеть. Сегодня мы выходим в первый лагерь. В честь этого нам пожарили оладьи. И дали вкусную кашу, которую Руслан последний раз ел в детском садике. Вот такой у нас завтрак. Одна рация на организованную группу входит в полный пакет Аксая. Но Руслан привез еще 3 своих, чтобы можно было разделиться на маршруте. Все, вы только на этой частоте, с Димой общаюсь я. То есть, если только экстренный какой-то случай, тогда вы переключаетесь. Ну давайте, ждем вас. Да. К вечеру будем. Мы разделились на 2 группы. Первая – те, кто рвался в бой, и вторая – те, кто хотел пообедать. В первой оказался я, Олег и Андрей, и мы вышли из лагеря без четверти 11. Сегодня 4-й день, и мы вышли на акклиматизационный выход в лагерь 1. По плану завтра подняться в лагерь 2 на 5200, там переночевать. И на следующий день подняться в лагерь 5800. А сейчас мы пока преодолеваем Марену. На выходе из лагеря есть узенький ледяной мостик, который с каждым днем становился все уже и уже под палящими лучами солнца. Не знаю, как по нему проходили в конце сезона. На тропе встречали много народу, и трекеры, и восходители. Добрый день. Hello. Hello. You are go up? No, we're going down. Summit? You have summit? Almost. Yes. Здрасте. На Климуху пошли. Встретили Светлану Антимонову, автора фильмов про горы. А вас можно поздравить? Нет, нельзя, тут до 4-го доходит. А Глеб зашел? Ну, сейчас идет, видимо. Ну, на вершину-то сходил? Я не знаю, я без связи. Мы расстались, он пошел наверх. Ну, у меня здоровья не хватило. А так ветер? Ветер сильный был, да. Но сегодня-то идеально. Она ходила на восхождение с Глебом Соколовым. Мы ходили вчера. Вы на 6400 ночевали? Мы спустились. 6400. Удачи вам. Спасибо. Вы еще пойдете куда? Нет, все, я уже 3 попытки сделала, хватит. Что, завтра полетите? Да, если будет картошка. Ну, завтра должна быть. Ну, ладно. Обещают все время, завтра, послезавтра и оттягивают на неделю. Удачи вам. Спасибо Видели большое. ваш фильм? Так потихоньку, не торопясь, дошли до ледника. Было не жарко и шлось легко. Тем более большую часть груза мы занесли в первый лагерь накануне. Сегодня идется гораздо легче. Дошли за час 10 до сюда. На приеме. Перешли ледник, двигаемся дальше. Понятно. Там Диме передай, что он забыл каску и свою метеостанцию. Я принесу. Эй, ну давай, скажи нам пару слов для нашего фильма. Какое твое настроение там? Не, подожди, ты меня не интервьюируешь. А что? Я тебе хотел сказать, что у меня профессиональная деградация, я твой чай с сахаром не пью. Вот, я пью фирменный чай Айдига, брусника, ромашка. Понял? Я все понял, но Вот. видишь, как бы сахар-то ведь не Без помеха.
Или ты пока сахар не будешь сам продавать, то ты не будешь пить сахар? Дело не в этом. После сахара пить охота. Или ты ничего не слышишь? Вот скажи, почему ты идешь в наушниках? Какую ты музыку слушаешь? Рок. Какой? Ну, всякий там. А если камнепад? А? А если камнепад? Или лавина? Мы идем в таком месте, где не может быть лавины и камнепада. А там, где лавина и камнепад, я снимаю наушники обязательно. Понятно. Ну ладно. Так на фоне хана отсюда. Немного пофотались и пошли дальше. Hello. Thank you. Отдельное слово стоит сказать про ледниковые речки. Вернее, восхититься ими. От маленьких ручейков до полноводных и быстрых потоков. Мы не раз обсуждали, что будет, если свалишься в такую. Зацепиться не получится, вода холодная. Где найдут твое тело? Вот он, наш лагерь. Кэмп 1. 2 часа 45 минут. Путь занял. Все, мы в лагере 1. Молодцы, мы готовимся к обеду. Все, до встречи. Приятного аппетита. Все-таки мы не зря с тобой тапочки взяли. Да. Глядя на Олега, точно не зря. Они же всего 150 грамм весят. Я как-то не подумал. Мы грелись на солнышке, наслаждались природой и готовили восхитительный обед. Первый высотный ужин у нас. Или обед. Это вам не обед на базе. Все по-настоящему. Это вообще супер. Как вкусно. Привет. На обед была вот такая жареная курица. А еще в лагерь пришли южнокорейцы из Южной Кореи. Пешком? Их просто столько пришло, их человек, наверное, 10 пришло. Лагерь гудит, такой гам стоит вообще, аж прям земля трясется. А еще кончилась вкусная аджика. Мы решили, что нам пора в горы. Быстро дошли? Ты знаешь, я что-то даже не засекал, 2, наверное, с чем-то. Ты лосяш. Сколько времени? Ровно 5. Так и думал, вступил, уже. А ты за... Во сколько мы вышли? 3 еще не было. 3:04. 3:04 мы вышли? Ну, 2 часа. 2 часа, хороший темп. Мы взвесили все общественное снаряжение и распределили между собой. И что меня приятно порадовало, моего нового друга Мавика и Фотик тоже посчитали. А это как-никак 3 с лишним кг. 21 900. 22. Вот это кастрюля. А, и кастрюля еще осталась. Дроном мы не взвешиваем, аппарат мы не взвешиваем. Пока нет. Надо взвешивать. Если вы настолько великодушны, давайте взвешиваем. 400 грамм. Наверное, у каждого есть свой тайный друг. Вот. И что, дальше берешь его, обнимаешь вот так и засыпаешь. А ночью, ну все равно же ты же ворочаешься, и понятно, что ты его из рук выпускаешь, этот шейкер. Крышка открывает. Засыпаешь. Нет. И все в киселе, да? Просыпаешься и думаешь, что такое, девушки не было, все в киселе. А Макс подумал про другое. Так на диаметр посмотрел, померил. Ну ничего, не переживайте, все это будет 115 серии. Значит, существует 3 вида у альпинистов и у туристов пищи. Это пойло, порево и похлебень. У нас еще есть кашло. Кашло, да?
Все, солнце зашло, стало холодно. Даже горячее? Это хорошо. Пальцы обжигают. Давай, забирай быстрее. Вот. А Потом я еще даю. такие тарелки называются гестапо. Ну такие вот, которые обжигают пальцы. Ну что, есть можно. Отлично. Как этот горох французский. Съедобный. Wi-Fi здесь не было, и новости мы узнавали из вечерней радиосвязи. Вверх пытается идти, прием. Да, так что завтра будет труп. Давай до 8 СК. На Победе, скорее всего. Нет, На Хане? конечно. Кто-то еще вверх идет в такую? Охренеть. Че ты, болгарин, он в 2 ночи улетел при нас, разбился. В 2 ночи спускался совершенно. Солнце клонилось к закату, на горизонте маячила гроза. Понятно. Слушай, ну а что тебя потянуло вообще в высокие горы? Они красивые. Я их люблю. Потом, для меня, ну, это такой способ борьбы со старостью. Когда ты каждый год поднимаешься выше, каждый год у тебя новая вершина, которая еще круче, чем предыдущая. И я чувствую себя, что я не старею, а молодею. Потом здесь совсем другая энергетика. Здесь отключаешься от городской жизни, от вот этой всей суеты, повседневности, и просто становишься другим человеком, хотя бы на время. И часто не получается, я хожу 1 раз в году. Но вот этого заряда на год хватает. Главное, ребята, сердцем не стареть. Как говорил мой тренер. У меня первый тренер был по спортивному туризму Шляев Валерий Михайлович, мастер спорта. 31 декабря 2017 года умер он в возрасте 76 лет. Лагерь отходит ко сну. Андрюха уже спит. Спокойной ночи. В 7 вечера засобирались спать. Подъем был намечен в полночь. Время без 5 час. Мы вовремя встали. Собираемся и завтракаем. Да, температура -1, Да? и на небе появились неприятные облачка. Так, ну что, нам надо пол-литрушку в бутылку воды налить. Зачем? А потом как мы джетбойл-то запустим? А, не, это не проблема. Ты просто крошишь снег вот так вот мелко и сразу запускаешь его на малый огонь. Значит, веревку натягивайте. Старайтесь, чтобы я туда не улетел дальше. Потому что просто так наступил и полетел. Это только в фильмах показывают. Обычно сначала проваливаешься, а потом начинаешь туда потихоньку сползать. 1:22. Выходим во второй лагерь. Что-то неразговорчивый народ-то. Не выспался? Грустный. Серьезные, серьезные. Нам предстоит пройти через бутылку. Акклиматизации у нас нет, поэтому этот переход будет тяжелым. Бутылкой или bottleneck, бутылочным горлышком, называют участок ледопада на высоте 5000 метров, зажатый между склонами Хантенгри и пика Чапаева. Тропа на выходе из этого участка идет настолько близко к склонам Чапаева, что все, что прилетело с него, точно твое. А летит там довольно часто, особенно когда пригреет солнышко. Чтобы безопасно пройти бутылку, нужно выходить рано утром, дабы выйти к третьему лагерю до того, как солнце начнет освещать склоны Чапаева. Правда, трагедии тут случались и в 6 утра. Под ледовыми обвалами погибли группы альпинистов в 1993 и 2004 годах. А некоторым везет, и они спокойно проходят бутылку в полдень. Давайте счастливо! Поэтому нам остается только молиться и держать ухо востро.
Кто тянет всю группу назад? Давайте перецепимся. Я предлагаю пойти с медленными более. У нас веревки есть. Скажите, кому тяжело? Кто не выдерживает этот темп сейчас, который мы идем? Мне тяжеловато. Тяжеловато. Макс, ты как? Тяжело, но могу. Здесь мы разделились на две связки. Я, Андрей и Павел пошли в первой. Руслан, Макс и Олег во второй. Когда мы выходили, на горизонте сверкали молнии, но до нас гроза не дошла. Настолько накрыло облачностью и пошел легкий снежок. Тропа тут и там перепахана следами лавинных выносов и ледовых обвалов. Вот мы и заходим в бутылку. Какая высота сейчас? Высота 4830. Сколько? 4830. Что еще надо? 500 метров набрать? Ну, видимо, 400 с чем-то. Ну что, двинули? Снег еще не успел засыпать тропу, и путь был хорошо виден. Тут аккуратно, видишь, рюкзак цепляет. О, Руслан нас догоняет. Почему-то без связки. Ну, видимо, они повернули обратно. А где палатка? Вскоре мы подошли к ключевому участку маршрута. Вот так он выглядит сверху. Четыре 970 показывает. Руслан, так иди вперед. Че, веревку кому? А мы развязались, что? Какие сейчас развязываться? Смысл какой? Ну а что тут жумарить-то с веревкой? Да ладно мается. Вот осталось-то. Вы все завяжете. Сейчас я же их наверху буду ждать. Завязывайтесь, идите спокойно. Сейчас отдохнем. Я что-то вообще из сил выбился. Зачем тут завязываться на этих перилах? Скажи мне честно. Здесь-то не надо, но дело в том, что вы, ну что потащите? Ну забрось меня в клапан и все. Сейчас мы выйдем вот до Сирака, и надо будет опять завязывать. Зачем? Потому что там дальше трещины опять закрыты людьми. Тут идея хождения без веревки только вот в этом вот бутылке. Потому что если что-то полетит, в рассыпную не кинешься. Ты же связана веревкой. Так тогда подождем его, да, потом пойдем. Ну а ты говоришь, рано вышли. Ну, так рано, конечно. Что, час ночи это поздно. Я обычно в такое время спать ложусь, а не встаю. В этом году веревка на ключевом участке была брошена по краю округлой трещины. Нужно было использовать самый длинный ус самостраховки, чтобы не нырнуть на глубину.
Далее она выходила на перемычку, где и была закреплена при помощи мешка со снегом, который через неделю благополучно вытаял. Потом нужно было чутка пожумарить на следующей веревке. Я уже порядком подустал и пропустил первыми Руслана и Андрюху. Когда прошел почти половину веревки, что-то меня осенило, и я вспомнил про самостраховку. Смотри. Сразу видно, тяжело. Что думаете, тут безопасно? Да, ну тут, во-первых, эти сираки закрывают, да и тут не варит так уже. Здесь самое место и время запустить твоего этого птеродактиля. Нет, еще отдохнуть надо. Рыбаки рассказывают свои байки за рюмкой водки, а мы сели попить чаю. Вот в прошлом году мы где флажок красный с Фаилем остановились. Я говорю, давай чаек попьем и уже побежим вниз. А мы без передышки тоже спускались с третьего лагеря сюда. Сели, чаек достали и как ёбнуло здесь. Вот это вот. А перед этим парни сюда уходят, такие уходят перед нами. Мы чай наливаем. И вот прямо чувствовалось, как качнуло. В Китае было землетрясение 9 баллов. А самое главное, что я увидел не эту падающую херню, а на той стороне с хана. Смотрю, такой кубик улетел. И не слышно, главное. Вот. А он там начал кувыркаться. И потом поворачиваю голову-то, смотрю, блин. Там просто вот все, что было там наверху, вот так было. Всю бутылку разнесло нахер. Здесь ударная волна дошла даже вот до нас, туда вот, где мы сидели, даже дальше. А парни? Парни, пока летел сирак, вот этот, они выскочили почти сюда. Они вот чуть-чуть не успели, вот где сейчас вот вы шли, чуть-чуть не успели туда спуститься. И потом как вы шли по новой бутылке? Да, там была полностью новая бутылка. Пути Господни неисповедимы. А о том, где были Макс и Олег, и добрались ли они до второго лагеря, я расскажу в следующей серии.